Лика сидела в вагоне, прислонившись головой к стеклу. За окном начинало темнеть, а ехать еще 3 остановки. А потом от станции до деревни через лес пешком топать. Есть, конечно, дорога в обход, но это на 1,5 километра длиннее. И угораздило же ее по распределению в такое место неприветливое попасть. Нет, сама деревня ей очень нравилась, но вот дорога до города нет. А девушке по работе часто приходилось туда ездить, а потом возвращаться обратно через этот самый лес. В деревне ей дали жилье, все как положено молодому специалисту. Полдома занимала она, а во второй половине жила тихая соседка-старушка. Так что в этом плане ее все устраивало. Вот отработает положенные 3 года и вернется в свой родной город к родителям. Там уже и начнет личную жизнь устраивать. Лика даже не заметила, что всю дорогу с нее не сводит глаз молодой человек. Игорю очень понравилась девушка, которая ехала с ним в одном вагоне электрички. Парень он был застенчивый, но сегодня во что бы то ни стало, решил подойти и познакомиться. Он не первый раз ее видел на этом маршруте. Похоже, что они живут где-то недалеко друг от друга. Девушка, тем не менее, не обращала на него никакого внимания. Она даже не сразу заметила, что незнакомый молодой человек вышел с ней на одной платформе и уже несколько минут идет, не отставая от нее. Дорога от железной дороги шла через лес. Парень ее догнал. «Девушка, а вы не боитесь так поздно ходить одна в такую темень?» Спросил он как можно приветливее, чтобы не напугать незнакомку. На улице была поздняя осень, темнело рано, снег еще не укрыл землю, поэтому темень действительно стояла кромешная. Даже не спасал тусклый свет фонарика, который Лика держала в руке. Девушка ничего не ответила, а только прибавила шаг. «Вы не бойтесь меня?» — опять заговорил Игорь. «Я вас провожу. Я не первый раз вижу вас в электричке на этом маршруте, и вы мне очень нравитесь. Вам куда надо». «Вот пристал», — подумала Лика. У нее совершенно не было никакого желания знакомиться. Голова была занята своими мыслями и проблемами. «В Матрёновку», — нехотя ответила девушка. Она понимала, что парень не отвяжется, пока она не скажет, куда идет. Да и что такого. Пусть проводит, хоть не так страшно будет. А если разговаривать о чем-нибудь, так и лес быстрее закончится. Да и на маньяка он вроде не похож. Слушайте, нам по пути. Я тоже в Матрёновку. Но только почему вы через лес? Ведь есть еще более освещенная дорога. Так быстрее и ближе, отвечала девушка. Только я вас в нашей деревне никогда не видела. Насторожилась Лика, и холодок пробежал по ее спине. Я только неделю назад приехал бабулю хоронить, Василису Павловну. Домик на краю деревни, голубой под красной черепицей, знаете. Я сама недавно здесь живу, приехала по распределению после сельхозинститута, так что еще мало кого знаю, но домик этот неприметный помню. Впервые за все время пути улыбнулась Лика. Вот дом привожу в порядок. Бабуля мне его завещала. Наверное, весной продавать буду, а может, наоборот, поселюсь в деревне, на вас женюсь и стану сельским жителем. Пойдете за меня?» Игорь посмотрел ей прямо в глаза. Лика в ответ промолчала. Дальше так и шли молча. В этот вечер было холодно, сильный ветер, и вот-вот должен был начаться дождь. Свинцовые тучи закрывали все небо, отчего было еще темнее. В свете фонарика на лесной дороге сидел маленький одинокий щенок. Малыш дрожал всем своим щуплым тельцем, его трясло, и он старался свернуться клубком, спрятав под себя лапки. Первая малыша увидела Лика, но она даже не успела открыть рот, как Игорь уже подхватил песика на руки и прижал к себе, приговаривая: «Бедняжка, совсем замерз, дрожишь. Сейчас я тебя согрею».
Он быстро расстегнул куртку и спрятал щенка за пазуху. Лика в этот момент посмотрела на парня совершенно другими глазами. Давно она не видела такого трепетного отношения к животным. Люди стали черствыми и бездушными. А тут молодой человек, такой простой, с добрым сердцем, большая редкость в наше время. «И что нам с тобой делать?» — спросил щенка Игорь. И это нам прозвучало для нее совсем не странно. Лике даже было приятно. «Если не возражаешь, я возьму его себе», — сказал парень, «ему будет у меня хорошо». «Не возражаю, тем более, что у меня за стенкой пожилой человек живет. Вряд ли ей понравится присутствие в доме собаки». Молодые люди дошли вместе до деревни, и Игорь взял с попутчицы обещание, что она обязательно придет к ним в гости. Лика через 2 дня сдержала обещание. Вот только ее ждали неожиданные новости. Оказалось, что они с Игорем подобрали в лесу волчонка, а не щенка. Хотел я его в город забрать, но волка же в квартиру не позовешь. Так что судьба мне все-таки, Лика, остаться жить в деревне и жениться на тебе, засмеялся Игорь. Был вечер пятницы, Лика крутилась на кухне, готовила праздничный ужин. Сегодня была 3-я годовщина их с Игорем свадьбы. В духовке запекалось мясо, на столе стояли фрукты и свечи. Под столом лежал Норт, он внимательно наблюдал за хозяйкой. Лика гладила волка по голове. «Спасибо, что ты есть», — сказала она своему любимцу. «И спасибо, что соединил нас с Игорем. Правда, он что-то сегодня сильно задерживается с работы. Уже целый год, как ее супруг перебрался работать в город и ездил тем же самым маршрутом, на котором они когда-то познакомились. Лика начала сильно волноваться, его нет уже 2 часа, а за домашними хлопотами и приготовлением праздничного ужина она и не заметила, как пробежало время. Девушка стала одеваться, надо идти навстречу мужу. У нее были недобрые предчувствия. Суетливо натягивая на себя спортивный костюм, она решила выпустить вперед волка. Открыла дверь во двор и скомандовала Норт: «Ищи хозяина». Волк одним сильным прыжком, перемахнув штакетник, умчался в сторону леса. Норт убежал вперед и скрылся из вида. Нигде его не было. Лика еле успевала за ним по следам на снегу. На голос хозяйки он не отзывался. Девушка забеспокоилась. Куда подевался ее питомец? Она бежала так быстро, как могла, пока не увидела, как под деревом Норт раскапывает какой-то сугроб. Он обнюхивал снег, а потом опять принимался копать. «Ну, наконец-то нашелся. Ко мне!» — строго крикнула Лика волку. Норт повернулся в сторону хозяйки и громко завыл, как будто бы звал ее к себе. Лика наконец-то поняла, что в сугробе около еле лежит человек. Это он, ее Игорь. Лика никогда бы не смогла разглядеть его в такой темноте, если бы не Норт. Она подбежала поближе, прощупала пульс. Живой. С облегчением выдохнула девушка. «Норт, охраняй». И Лика бросилась на станцию. Там есть телефон-автомат. Благо, скорая прибыла быстро. Игорю оказали помощь и увезли в больницу. Какой-то подонок напал на него сзади, когда он шел со станции домой через лес. Оглушил, обчистил карманы, снял дубленку и шапку, да еще и оттащил с дороги и бросил в сугроб замерзать. 15-градусный мороз сделал свое дело, парень здорово замерз. Если бы не теплый свитер из овечьей шерсти, что связала жена, и не Норт, который отыскал его в сугробе, сегодня был бы последний день его жизни. Лика медленно опустилась на колени перед Нордом, обняла его за шею и тихо заплакала. Этот злополучный день теперь двойной праздник в их семье.